Далее было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Зубкова Олега Алексеевича. Ходатайство не было удовлетворено судом. Согласно статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести. В случае, если лицо, совершившее преступление небольшой или средней тяжести, примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. Все бы ничего, только судья отклонил это ходатайство по законным основаниям, поскольку преступление, совершенное Олегом Зубковым, относится к категории тяжких преступлений и несет общественную опасность. Поэтому никакое примирение не может повлиять на прекращение уголовного дела. Странно, что об этом не знает ни Штели, ни Петросян. Уважаемые мои коллеги, Елена Вячеславовна, были предоставлены доказательства и были установлены новые обстоятельства по данному уголовному делу. Была установлена реальная, объективная истина по данному уголовному делу. Новыми обстоятельствами оба адвоката называют то, что, оказывается, во всем виновата Байрамгулова Алия Айратовна, благодаря которой изначально Зубков был отправлен за решетку. После того, как Верховный суд направил дело на пересмотр, с 22 мая 2023 года адвокатом Анастасии Гнединой уже являлась Штели Елена Числавовна. Сами родители в мае этого же года не стали продлять договор с Байрамгуловой. По замене адвоката получены были ответы из адвокатских контор Симферополя, Крыма, вернее, и Краснодарского края. В результате чего выяснилось, что Барангуйлова, не может являться уже адвокатом в данном деле. Ее доверенность закончилась в мае этого года, и продлевать эту доверенность семья Гнединых не будет. Поэтому суд вынес постановление больше ее не информировать о судебных заседаниях. Давайте вместе вспомним, как дедушка потерпевшего ребенка объяснял, почему он дал показания на суде, которые отличались от показаний, которые он давал следователям. Алексагиной, по всей видимости, сложно разобраться в таких тонкостях, если честно, потому что, как всегда, транслирует ложную информацию. Показания, что я давал в Следственном комитете, они правдивые. Но на тот момент, когда меня опрашивали, извините, я был в подавленном состоянии и не спал 3 суток. Понимаете, я все это время находился 24/7 с дочкой и малышом в больнице. Поэтому упустил важные детали. И теперь я просто воспользовался правом просто дополнить свои показания на процессе. И это уж точно никак не может квалифицироваться как дача ложных показаний. А Петросяна, как всегда, удивляет, что даже в этой части кодекса он слаб, если заявляет это. Я, конечно, понимаю, что Петросяну это положение дел очень не понравилось. Я же видел его реакцию в суде. Поэтому ему и остается только сочинять очередную бредовую версию происшествия. На моей памяти у них сколько уже было версий? 4, 5, 6. Каких только не было. Всяких разных. Теперь вспомним, какие показания давал Гнедин Виталий Владимирович на суде 14 июля 2023 года, когда их адвокатом была уже Штели. Расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы были 26 сентября 2021 года очевидцем? Да, 26 сентября 2021 года я со своей семьей, моя супруга, старшая дочь с внуком и младшая дочь, приехали в парк Львов-Тайган. Прибыли мы в районе обеда, я не помню точно время, 11-12 часов. Приобрели билеты, ходили по парку, смотрели животных, уже в принципе собирались покидать парк Львов. После чего прошли чуть дальше, с левой стороны находилась клетка с тиграми, возле которой мы остановились. Дочка находилась неподалеку от клетки с внуком, младшая дочь находилась между нами и супруга где-то примерно в метрах 10 и поддерживали диалог. И соответственно, поддерживая диалог, я в то же время посматривал на младшую и на старшую дочь. Далее мы поддерживали диалог. Я сказал, что пора выдвигаться домой, мне хотелось поздно возвращаться.
И получается, при поддержании диалога в этот момент я слышу и в этот же момент вижу, как тигр держится за сетку. Причем ничего не предвещало беды. 2 тигра, то есть третьего мы не видели вообще. 2 тигра лежали вообще напротив другой стороны вольера, просто лежали и не вставали. Услышал удар об сетку, тут же спрыгнувший тигр, дальше крик ребенка. Я подумал сначала, может, он испугался, но тут же крик дочери. После чего я схватил ребенка и побежал уже на выход в парк, предполагая, что там будет оказана помощь. У женщин случился нервный срыв сильный, а я оказался более стрессоустойчив. Ну и после этого мы подошли на проходную, просили неоднократно вызвать скорую помощь. Изначально скорую помощь категорически не хотели вызывать, сказали: не кричите, не пугайте посетителей. После чего мы с ребенком, ребенок был у меня на руках, мы зашли в какую-то комнату, там нам женщина обработала палец перекисью водорода и сказала: будем ждать тогда скорую помощь. Жена, насколько я знаю, со старшей дочерью Анастасией кричали, чтобы вызвали скорую. В итоге скорую помощь вызвали, мы ее ждали. Дальше я попросил у работников парка телефон Олега Алексеевича, чтобы Олег Алексеевич оказал какое-то содействие. В плане, я не знал, куда бежать, куда везти ребенка, где оказывать помощь, чтобы посоветовал каких-то врачей специализированных, на что Олег Алексеевич сказал, что мне сейчас не до вас, некогда, там есть работники парка, с которыми вы можете урегулировать этот вопрос. После этого приехала скорая, сели в скорую помощь. Мы с младшей дочерью, Эвелиной, сели в мой автомобиль и последовали в больницу города Симферополя, где уже, соответственно, была оказана помощь, где я непосредственно на постоянной основе находился до следующего дня. Получается, на следующий день со Следственным комитетом делали замеры. Расстояние от 27, максимум до 42 сантиметров. И получается, что дочка держала ребенка на левой руке, но сказать, что она прислоняла ребенка к сетке, такого не было. 26 июля 2023 года дала свои показания и мама ребенка Анастасия Гнедина. Приехали 26 сентября 2021 года в парк Тайган погулять и посмотреть животных. Ребенок находился в коляске, периодически его выпускала, либо за руку с ним ходила, либо его на руках носила, свободно ребенок не передвигался по парку. Уже перед выходом из парка у нас была последняя клетка, и эта клетка с амурскими тиграми. Тигра там было 3 штуки, и я ребенка забрала с коляски к себе на руки, держала его в руках перед ограждением, которое дополнительное, находилась я перед ним где-то в сантиметрах 10. Ребенок был у меня на руках. За ограждение я не переходила и ребенка за ограждение не переносила. То есть этот момент я исключаю сразу. Потом, получается, мы стояли, смотрели на клетку с тиграми. Там было 2 на тот момент, спали они далеко. И потом, в один момент очень резко, очень быстро, буквально секунда, прыгает 3-й тигр, и случается трагедия, в которой мой сын теряет, получается, 2 фаланги пальца большого. Вот и после этого я поворачиваю ребенка к себе. Во-первых, первое, что увидела я, то, что кровь хлещет, и уже получается отсутствие пальца. Тут же я кричу своему отцу. Он подбегает, забирает у меня ребенка и бежим все. Там нам помощь не предложили, медсестры на месте не было. Администратор хлоргексидином обработала, перемотала палец и вызвали скорую. Скорая приехала, и мы поехали в больницу, там уже нам сделали все необходимое. В этот же день давала объяснение бабушка Оксана Третьякова. Вы предупреждаетесь об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, за отказ от дачи показаний, за разглашение сведений предварительного следствия, вам понятно? Да, конечно. Вам нужно говорить правду и только правду. Переходим к вашему допросу, пожалуйста, гособвинитель. Скажите, пожалуйста, о тех обстоятельствах, очевидцам тех событий, очевидцам которых вы были 26 сентября 2021 года в парке Львов Тайган. Ну, мы приехали всей семьей в парк. Относительно произошедшего. Именно происшествие? Не всей прогулки, которая была. Да, понятно, мы прогуливались. У нас уже в конце прогулки. Значит, дочь ребенка покормила и выпустила немножко погулять. Мы стояли возле клетки, где спали 2 львов, абсолютно спокойно, значит, и позвали Анастасию, что уже все устали, и нужно ехать. Вот она берет ребенка на руки, подходит к клетке. Она от нас, не знаю, где-то метров 6. Наверное, была, подходит к клетке, и мгновенное падение сверху тигра, удар мощнейший.
Лапами двумя, ну и брызги крови и все это. Это сразу произошло, когда она подошла к клетке. Я стояла, разговаривала с мужем. Между нами бегал еще ребенок. Эвелина, младшая дочь, и значит она подходит. И я не знаю, это произошло мгновенно, такое секундальное, это просто вот, не знаю, как это описать, мощнейший был удар о сетку, рык, но... И брызги крови на лице дочери и внука. То есть реакция была нулевая, мы спокойно стояли с коляской, и только подходит она, и резко так, бах, и все, и вот эти страшные кадры. Ну все, подбежал муж, схватил ребенка, он естественно откинулся назад, он схватил его двумя руками, чтобы он не опрокидывался, зажал палец, потому что с пальца висела какая-то жила, вены видимо, потому что такие какие-то эти висели, это ужас и хлыстала кровь, он зажал. Причем врачи сказали, что правильно сделал, потому что этот перепад температуры, чтобы кровотечение не усиливалось. Вот он побежал в администрацию. Мы просили вызвать скорую, я охранника уже просто за грудки трепала, чтобы он вызывал. Он сказал, пока Олег Алексеевич не даст нам добро. Я попросила всех прохожих, мы были в роуминге, не могли вызвать скорую, у нас сбрасывало, муж с малышом. Это вообще ни в каком состоянии. Ну, вот я просила всех, умоляла, криком кричала. Администратор просила выйти за пределы и вызывать там скорую. Я говорю, куда, как там, не дай бог ребенку плохо станет. Ответственности вести на себя, самим вести. Мы не взяли, так как с таким кровотечением, мы очень испугались. Скажите, пожалуйста, потом вы как-то пытались связаться с директором Зубковым Олегом Алексеевичем? Муж, да, я слышала, что муж звонил ему, он взял номер телефона у администратора и разговаривал с ним. На предмет чего? На предмет, что произошла вот такая вот трагедия, помочь с врачами, куда везти впервые в этом месте и не знаем даже, куда обратиться, потому что ситуация была очень экстремальная. Не кажется ли вам, господа адвокаты обеих сторон, что вы переигрываете в этом бездарном спектакле? На кого рассчитан этот чудовищный бред? Предыдущие показания Анастасия Гнедина давала на 2 судебных процессах, до пересмотра и во время. Показания давались не только ею, но и ее отцом, матерью и сторонними свидетелями. Каждый из этих лиц был предупрежден судом об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Судьи вообще очень не любят, когда их держат за дураков. Введение в заблуждение предполагает умысел, и никак не сочетается с понятием непрофессионализм, вы бы определились. Напоминаю, что после начала слушаний на этапе пересмотра, представителем потерпевшей стороны изначально была Штели Елена Числавовна. Потрудитесь пояснить, причем здесь Алия Байрамгулова, какое отношение она имеет к показаниям, данным семьей Гнединых при Штели, и что делать с показаниями третьих лиц. Каким образом Алия могла на них повлиять? Репутацию Штели уже вряд ли можно чем-то испортить, ведь она сама была осуждена за мошенничество по части 3, но до такого уровня еще никто не опускался. Обратите внимание, что судимость нового адвоката по статье «Мошенничество» абсолютно не смутила Тайган, тогда как в сторону предыдущего шла бесконечная и совершенно необоснованная травля. Какие услуги не были оказаны Анастасии, если их совместная деятельность с Байрамгуловой прекратилась с момента начала судебных заседаний по пересмотру дела? И почему только сейчас возникли какие-то претензии? Почему об этом публично заявляет Штели, позволяя себе высказывания, не вписывающиеся ни в какие рамки адвокатской этики? Поскольку Алия Айратовна, на момент своего участия в этом деле, имела статус адвоката, и на данный момент, насколько я знаю, также является практикующим юристом. Предлагаю ей подать иск на коллегу по статье 152 Гражданского кодекса Российской Федерации о защите чести, достоинства и деловой репутации. Прекращение травли было одним из условий потерпевшей стороны. Только будучи припертым к стенке, Зубков через своих шестерок кинул клич о прекращении травли, которую все это время провоцировала его же пресс-служба. Лучше поздно, чем никогда, но здесь нет ни капли искренности и благородства, только выполнение условий поставленного ультиматума. Только проблема теперь в том, что Анастасия Гнедина потеряла уважение в глазах не только тайганофилов, но уже и тех, кто на протяжении длительного времени ее защищал и поддерживал. Я понимаю разочарование стороны противников директора-живодера. Именно на это и был рассчитан весь этот дешевый цирк. Но все, что мы делаем не для Гнединых, а для защиты животных и восстановления справедливости.
И пусть теперь каждый блогер продолжает с удвоенной силой.